Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, добрый вечер всем. Ну, смотрите, у кого вечер, у кого день, пояса часовые разные, все, как говорится, в разных местах, но все наблюдают за одним и тем же. Как меняется мир и, собственно, что происходит с процессом окончания войны в Украине. Я именно вот так делаю акцент, потому что вот кажется, что как ни пытаются определенные силы на Западе, да и внутри страны ее продолжить, но ресурсов все больше и больше не хватает. Да и интерес Трампа своеобразный. Очередной дедлайн прошел, 3 сентября мы переступили, очередные, собственно, ну, вы понимаете, да, вот эти 2 недели, я там немножко позже с Путиным разберусь, он там даст мне ответ, меня он устроит или не устроит. Это он общается с прессой вместе с Навродским, который приехал к нему за войсками, за техникой, за, скажем так, помощью. И, собственно, он все получил, судя по всему, потому что его встречали истребители возле Белого дома. Мало кого так встречает Трамп. Это тоже многие отметили. Однако топ-темой, вот, или как бы топ-посылом вот этих дней, ночей, является выступление Путина, ну и Зеленский на коалиции желающих. Путин говорит: приезжай в Москву, подготовленная встреча, хочешь — приезжай. И так вот бросает по поводу вывода войск из Донбасса, по поводу референдума, но это невозможно, потому что военное положение. То есть определенным образом детализирует и раскрывает вот это все, о чем пишет западная пресса, о чем все толкут воду в ступе. Зеленский на коалиции желающих говорит: нет, но и коалиция желающих чисто теоретическая пока. Получается, что реальные шаги могут быть достигнуты, вот опять как ни крути, но только при двусторонних договоренностях. Или это ошибочное мнение, как считаете? Перед тем, как ответить на ваш вопрос по существу, я, когда слушаю вас, немножко зависание происходит. Вот у нас все нормально со связью, мы видим друг друга, мы слышим, да, все хорошо. Ну все, значит, мне показалось. А вопрос сущности вы задали, потому что у меня такое ощущение сегодня было, и даже немного ранее, но сегодня особенно, что Зеленский и Путин выходят в одно и то же время в эфиры. Ну, плюс-минус полчаса, ну вот, вы знаете, как бы вот есть некий режиссер или некий координатор, который говорит: ну, давайте, Владимир Владимирович, вы. Теперь Владимир Александрович, вы. Может быть, это только мое ощущение, но еще раз говорю, оно такое уже стойкое на протяжении длительного периода времени. И вот вы, Александр, задали вопрос, как говорится, не убру, а в глаз. Так, Володька, приезжай в Москву, поговорим, говорит Владимир Владимирович. Это очень важное заявление. Это не просто заявление, это шаг, поскольку все вот это вот август месяц, да, с Трампом, без Трампа, все эти заявления, они были вокруг да около, назывались разные города встречи, да. Макрон и вот недавно Мерц заявили в Женеве. У Зеленского и там от других лиц звучали разные. Ватикан, как и сегодня, там Австрия, Будапешт, Минск. И вот, наконец-то, Путин, причем Путин сказал: меня Дональд попросил встретиться с Зеленским. Вот так вот, они общаются на «ты». Вот. И я, говорит Путин, неоднократно подтверждал готовность, но он ни разу не называл город. И Путин назвал Москва. Пока что с украинской стороны я слышал Сибигу, может быть, вы слышали других, который, министр иностранных дел Украины, который сказал: нет, это неприемлемо. По-моему, еще пресс-секретарь, да, Зеленского сказал, что это неприемлемо. Но вот я пока не слышал Зеленского. Ну а теперь давайте мы с вами так откровенно поговорим. Так а что, собственно говоря, произошло бы, если Зеленский приедет в Москву? Ничего не произошло. Вот что произойдет? Ну вот смотрите, ничего вот. не произойдет, только одна вещь. Зеленский станет не просто
признанным как главарем режима, как Лавров говорил, так, да, примерно. А Да. Зеленский укрепится у себя в своей, условно, песочнице. Он вообще вопросы о выборах каких-либо, легитимностях, вот об этом всем они снимутся. Я не представляю, вот наблюдая за всем происходящим, ну вот, например, там за Порошенко, например, да, который запрещает Телеграм, а сам пишет в Телеграме. Точно, А, да. При этом проведя исследование, что его потенциальные избиратели не пользуются Телеграмом, да, то есть такая профессиональная технология, а потом сказать, да, я запрещаю. Согласен с вами. Я не вижу никаких других, скажем так, Залужного, который, ну, многие считают его спойлером, ну, в общем, номер 2 преемником, то есть самой Банковой, самого Ермака. Кто-то, наоборот, считает, что очень злится Зеленский, когда Залужный там куда-то выходит и получает какие-то лучи славы. Но он это делает неуверенно и политически очень и очень провально, чего стоит его выход, вот этот подкаст в образовании. То есть я не вижу никакой силы, которая реально может сказать: Зеленский, ты едешь в Москву, а ту тебя, а ту, наоборот, все включат телемарафон и увидят, как героически, помните, вот эта бригада, Саша Белый, я еду на твою поляну, Точно, один. точно. То есть Пацан, это, так я ж не лох. это да, так это наоборот ему придаст Да, сил. да, И да. причем самое интересное, он может это сделать и в Москве ни о чем не договориться. Дело в том, что, значит, если мы с вами, а мы с вами точно помним историю, помним начало военных действий, где-то, по-моему, вторая или первая неделя марта месяца приезжает официальный представитель, насколько мне память не изменяет, глава МИД Израиля, приезжает в Москву, встречается в том числе и с Путиным, и дальше по дороге, как он потом объяснил, по дороге от Кремля в аэропорт он звонит Зеленскому и говорит: Владимир Александрович, я только что был у Путина, Путин гарантирует твою личную безопасность. Такова была история. И после этого, после этой публичной истории, я ни разу не слышал, чтобы Путин, его окружение или те лица, которые встречаются с президентом России, говорили, что Путин отменил свое решение. Значит, это решение действует. То есть считаем, да, что Путин дал Зеленскому гарантию, лично гарантию. Понимаете, я немного знаю, как устроены дела. Ну, я не знаю, что в голове у Путина, я никогда не хотел знать, но я знаю, что, значит, политическая или военно-политическая составляющая в Российской Федерации сосредоточена не только лично на Путине, но и на его окружении. Однако, если Владимир Владимирович сказал, знаете, вот вы вспомнили бригаду, то есть если Путин сказал «да», значит это «да». Он дает гарантии, он их соблюдает. Он дал гарантии в свое время Януковичу. Мы же знаем, Янукович до сих пор жив, вот недавно появился. Выскочил как черт из этого, как оно там, забыл этот термин, ну, в общем, выскочил, да? Ну, табакерка известное орудие. Табакерки, да. Не только вот, для того, чтобы из нее выскакивать. Да. Давал он гарантию руководителю, значит, Сирии, сдержал слово. Точно так же, если он дал гарантии Зеленскому, значит, Владимиру Александровичу нечего бояться, он может приехать в Москву. Вы совершенно четко сказали, ну, давайте чуть-чуть постоим здесь, в этом моменте. Значит, логика еще вот какова. Есть ну, поскольку это союзное государство с Россией, есть у Владимира Владимировича партнер, очень достойный, уважаемый им человек Александр Лукашенко. И Лукашенко в свое время тоже предлагал: давайте встретимся в Минске. Да, вот, ну, условно говоря, я тоже даю, мол, гарантии. Здесь не просто игра слов, Саша. Здесь игра вот в чем еще состоит. Владимир Путин не поедет в Европу, ни в одну из европейских стран, потому что иначе действует формальное право, формальный закон, есть ордер вот этого самого Гаагского международного суда на арест Путина. Ну, поди знай, зачем Владимиру Путину, мы же знаем, откуда он выходит, он же из структур КГБ, он заботится сам о своей безопасности, он не поедет. И второе, личная безопасность, я имею в виду не только вот уголовное преследование, личная безопасность. Не дай бог, там кто-то выстрелит, сумасшедших много, в Европе сейчас оружия достаточно,
Поэтому, ну, это вторая причина, по которой Владимир Путин не поедет в европейскую страну. Да, можно рассматривать там Турцию, там еще что-то, но это все лирика. Давайте устаканим одну вещь. Это я буду говорить от себя лично, субъективно мое мнение. Если Путин сказал в Москве, значит в Москве. Не захочет Зеленский в Москву, не будет встречи. Интересно. Хорошо, давайте тогда попробуем понять. Так о чем говорить? Зеленский как мантру последние свои выступления. Вот сегодня там, скажем, коалиция желающих. Туда, кстати, очень интересно заехал Витков, да? То есть все ждали... Да, очень интересно. Это, кстати, очень важно. Это сущностно. Это коалиция желающих, это коалиция желающих. А вот Витков – это по существу. То есть все ждали вообще-то Трампа, я напомню, да? Но заехал Витков. Тоже будет интересно посмотреть, а с чего ждать от четверга в целом. Ну и потом пятница Фицо в Кошице на востоке Словакии, так сказать. Будет тоже еще один человек, который встретился и которого Путин использовал вот прям в Пекине, для такого разговора, да, такого с НАТО, Европой, НАТО. Фица говорит лягушка в колодце, Путин говорит, я не могу так говорить, но и поехали. То есть там конкретная позиция. Зеленский повторял все это время, что по вопросу территории должны говорить он и Путин. Он Точно. И Путин. Неоднократно. Он повторял это неоднократно. Да, Вместе с этим сегодня мы понимаем, что Путин говорит там референдум. Ну там референдум это не совсем точно. Конституция запрещает там по территориальным вопросам. Так а что за референдум? Отмена военного положения. То есть был брошен такой еще один мячик. С одной стороны, вы можете вступать в ЕС, но в НАТО не вступайте. Это, кстати, солидарен с этим и Трамп теперь, да, и Путин об этом тоже говорит, и Фица то же самое повторил, все повторили. С другой стороны, мы видим интереснейший момент, что территории обсуждаются с глазу на глаз. Но Зеленский говорит, мы никуда отступать не будем, потому что непонятно, остановится ли Путин, нет гарантий и так далее. Так вокруг чего все топчется сейчас? Вокруг территорий, гарантий, НАТО, в конце концов. Вот сначала уточню две детали. Путин в Китае встречался с Эрдоганом, как представителем члена НАТО, и, значит, Фица. Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что встречи Зеленского с Путиным не будет. Помните, он сразу сказал. Это значит, что значит, функция Эрдогана слабенькая. Фица есть надежда. Тут единственная деталь, по-моему, я читал, что они в Ужгороде будут встречаться. Ну, не столь важно. Ужгород, Кошице, там не так-то далеко. Вот Фица – это более надежда. Почему? Потому что есть предмет торга политический. Фица, вот там, они говорили, помните, об энергетике, о том, что, значит, ВСУ бьют по нефтепроводу «Дружба», но Фица сказал, что мы подумаем, или, ну, скажем, я не дословно, но Фица говорил о том, что, значит, мы, возможно, подумаем, дадим разрешение Украине вступить в Европейский Союз. Вот этот торг, вы правильно, очень четко акцентировали внимание. Европейские гарантии для Зеленского, он озвучил две гарантии, если просто так вот быстро. Это первое, это вступление в Европейский Союз, это первая гарантия. И второе, это вот военное обеспечение ВСУ плюс коалиция желающих, но здесь размытая ситуация, потому что сам Зеленский сказал, что это пока что теоретически. Итак, давайте разобьем на две части. Европейский Союз, вступление в Европейский Союз. Путин неоднократно. И я вам скажу, что я не слышал там от Лаврова или еще кого-то российских представителей власти, которые бы говорили, что не-не-не, Россия против вступления Украины в ЕС. До значит, войны, ну, всю дорогу, я вот никогда не слышал этого. Значит, эта позиция четкая, твердая. Да, пожалуйста, что касается экономической политики Украины, определяйте сами, вступайте. И это не блеф. Если бы это был блеф, Александр, то я бы тогда не понимал позицию Европы. Потому что если Путин, да, если российское руководство говорит, да мы не против, чтобы, значит, Украина вступала в Европейский Союз. Трамп говорит, да пожалуйста. Получается, что единственное
организация или орган, который против вступления Украины в Европейский Союз, это, собственно говоря, сам Европейский Союз. Это бюрократы Европейского Союза, которые приезжают. Я вам скажу, что где-то вот последний раз приезжал, по-моему, руководитель МИДа Чехии, да, в августе месяце, который говорил, что у вас вот тут с коррупцией непорядок, там еще, знаете, у вас вот тут реформы не в порядке. То есть Европа, представители Европы начинают получать Украину. Послушайте, ребята, вы же не серьезные, вы блефуете. Вы возьмите Украину в ЕС, тем более вот Чехии, тем более Словакии. Мы же помним, как вот Чехословакия, все государство было взято в состав Европейского Союза, а дальше там уже произошло внутри ЕС разделение, распределение мирным путем, хотя там трения были. Можно такой же вариант сделать с Украиной. А не надо ей говорить о том, что с Украиной не просто блефуют, а идет игра на понижение ставок. Потому что недавно я вот буквально 2 недели тому назад еще были слухи о том, что вот Украина идет одним фронтом с Молдовой в Европейский Союз, а тут давайте, значит, мы скорость дадим Молдавии или Молдове. То есть идет игра. Послушайте, уважаемые европейцы, Европейский Союз, Урсула фон дер Ляйен и все остальные, если у вас есть яйца, вы берете и говорите, мы берем Украину в Европейский Союз. Все, баста. С завтрашнего дня открываем кластеры, мы открываем фонды, начинаем работать с Украиной. И уже как Украина в составе Европейского Союза, мы будем рассматривать тогда вместе все вот эти вот условия мирного соглашения, мира, перемирия, но такого же нету. Это первое. Значит, это четкая позиция. Извините, что я так четко артикулирую, может быть, жестко, но это мое субъективное мнение. Я могу у вас говорить то, что я думаю. Я не вижу реального решения со стороны Европейского Союза о принятии Украины в ЕС. В 2012 году, в далеком 2011-2012 год, я работник Министерства экономического развития и торговли, вхожу в разные группы, и тогда на то время премьер-министр Николай Янович Азаров издает распоряжение. Мы идем в Европейский Союз, в ассоциацию с Европой. Я изучал это как чиновник, я изучал это по пунктам. Мы работали, у нас был уполномоченный по делам Европейского Союза господин Пятницкий. То есть мы шли в Европейский Союз на то время, шли. Янукович застопорил, мы знаем, что произошло. А дальше? Дали ассоциацию. Давайте дальше. Нам, возможно, Украине не нужно оружие, не нужна помощь в войне. Давайте скажите, стоп, мы заканчиваем войну, разворачиваемся полностью в Европу и начинаем думать о будущем. Потому что для Украины пока что на сегодняшний день будущего нет. Оно туманно, оно призрачно. Итак, пока что от Европейского Союза нету четкого сигнала. Чем занимает теперь номер 2? НАТО или коалиция желающих войны, или еще как-то назвать их, да? Когда ребята идут так гуськом, да, с Финляндии в Данию, с Данию, в Швеции, с Испании в Италию, с Италии в Францию, Франция, Англия, Англия, Франция. Это что такое? Это что за игрища такие? Это опять, собираются люди, будут говорить. Будут говорить о чем? Внимание. Будут говорить о том, что давайте, как говорит Мерц, как только боевые действия закончатся, мы ведем там какие-то войска европейские, Лавров, я уже не говорю Путин. Говорит, да мы все это видим. Ребята, вы что делаете? Мы все ваши вот эти вот игры видим. Вы что думаете? Вы тут блефуете. Вы с кем играете? Вы что думаете? У нас нет анализа. Никаких, еще раз говорю, это жесткая позиция России. Никаких вооруженных формирований на территории Украины не может быть. А если это член ЕС? Вот. А если это армия европейских войск, с которой носится Макрон? У него, правда, рейтинг 15%, но это тоже интересно. Теперь вернемся к очень важному событию. Вы его затронули, я бы хотел на нем чуть-чуть остановиться. Это поездка новоиспеченного, недавно стал президентом Польши Навроцкого к Трампу. Мы же с вами знаем ситуацию в Польше. Там же практически на грани отношений между правительством и президентом новым, да, правительство выдало циркуляр Навроцкому, как он себя должен вести с Трампом, что он должен просить. По-простому говоря, правительство говорит, нет, никакого оружия
у Америки нельзя покупать. Мы будем покупать оружие у Европы на европейские деньги. А Навроцкий говорит, да пошли вы. Я сам президент, там есть коллизия в этих правовых нормах, кто ведет, собственно говоря, внешнюю политику, больше там Сейм, правительство или президент. Но тем не менее, он приехал к Трампу. Дальше. А кто вообще Навроцкий, по сути? Это Нью Орбан, только, ну, скажем, немножко, но все равно это протрамповский человек. Это никакой не либерал, это никакой не глобалист. Это вот то, что называется трампист. И он говорит, уважаемый господин Трамп, я готов у тебя купить оружие. Я готов у тебя, значит, помощи попросить. У меня есть два к тебе, у меня есть одна просьба. Помоги мне внутри Польши навести порядок с этими, которые мне мешают. Понимаете? Вот о чем идет речь. И если он договорится там с Трампом о прямых поставках и прямых покупках, это вот то, о чем вы сказали. Тогда вот, и еще смотрите, почему Польша. Польша же с этими коалицией желающих, она даже, Туск говорит, что никаких войск мы на Украину отправлять не будем. Поэтому я бы отсюда стартовал, от печки, о том, что касается Польши. Мы посмотрим, какое решение примет Трамп именно по Польше. Касательно, и судя по риторике Германии, ну, слушайте, Мерц назвал Путина там в очередной раз преступником, да? Макрон там через губу разговаривает, ну, Урсула фон дер Ляйен. Но это вот, ребята, это те остатки глобалистского мира, которые есть в Европе. Когда сегодня Кая Каллас, да, представитель Европейского Союза, смотрит на парад Китая и говорит, это что такое? Там сидят, значит, 4 руководителя руководитель Ирана, Северной Кореи, Китая и России. Это же, говорит, это нарушение, это вообще против нашего мира, значит, созданного по правилам. Одну секундочку, откуда эту тетку взяли? Где ее нашли? Как, в Эстонии? Это риторика Байдена. Это риторика... Нет, Александр, я знаю прекрасно. Я просто не хочу, знаете, потому что есть люди, которые... Ну, вы смотрели парад? Сегодняшний парад смотрели? Ну, мне было интересно, да. Я буквально отклонюсь, мне было интересно 2 детали. Я увидел слаживание. Знаете, парад, я служил в советской армии, давно это было. Для меня парад, я просто смотрю на это как и вижу, насколько слаженно действуют подразделения. Ну, конечно, они вышкаленные, они вот это. Вот есть ли слаженность там? Вот, да? Я помню, что парад в Китае, причем этот парад проводил Буш старший в 91 году, даже не в Китае, но там принимала участие китайская армия. В общем, Советский Союз распался, Китай только набирает обороты, и гегемон один в мире Соединенных Штатов Америки, они проводят парад. Ну, можете посмотреть, там люди, ну, то, что мы сегодня видели, и то, что было в 91 году, как говорят в Одессе, это 2 огромные разницы. Сейчас мы увидели армию, оснащенную, взаимодействие, и самое главное, даже не вот эту триаду ядерную, которую, ну, Китай показал, да, я увидел беспилотники, и я увидел около 200 самолетов, вертолетов разных, которые кружили на небе. Я увидел слаженность действий самолетов, и я увидел беспилотников, причем наземных, на кораблях и подводных. Китай показал Соединенным Штатам Америки, что смотрите, вы с нами или мы с вами, если будем воевать в океане, на морях, в океанах. Вот смотрите, вот мы. Понимаете, они просто продемонстрировали. Это Китай, это не Россия. А есть еще Северная Корея, которая глубоко укопалась в землю, десятилетиями производит оружие, хранит его, и они показали, да, они помогли России, значит, как партнеры в Курске. Я почему на это внимание обращаю? То есть это факты, это фактаж, это реальность. И тут выходит представитель, чиновник, бюрократ Европейского Союза, говорит, да они там какой-то свой новый мир хотят построить, отдельный от нас, да. Они строят мир отдельный от европейского, от западного. Да, там есть Иран, там есть Пакистан. Хорошо. Это реальность. Тогда давайте, смотрите, давайте тогда глобально посмотрим.
Так а что тогда в сыр-бор весь? Ну вот смотрите, если условно, ну давайте так, то, что Путин отстегивает Украину в Европейский Союз, это уже Да, спокойно можно выдавать как победу. Мы 100%. Мы победили, мы не зря воевали, смотрите, лучшие сыны за наше светлое европейское будущее Сто воюют. процентов. Технология вот так. Продастся народу вот так. И все скажут, о, да, точно. Ну, Подоляк уже делал такие засечки, говорит, все, у нас справедливый мир наступил, потому что теперь украинец и россиянин это не братья, советский нарратив разрушен, все, мы теперь никогда не будем вместе. Поэтому справедливый мир наступил. Смотрите, рационально. Получается, я не могу понять, почему не заканчивать войну сейчас. Ну вот завтра, имеется в виду осенью. Календарь мы перевернули, 3 сентября прошло, Да, да. дедлайн. Шуфутинский спел, да. Да, почему? Потому что, ну только одна есть причина. Смотрите, э, люди войны, давайте я так мягко назову, люди войны, которые у руля в Киеве, на Банковой, они, может, уже тоже за эти 3,5 года, скоро 4, уже как бы ну, насосали из бюджетов, из помощи, из войны, из военных действий. И европейцы тоже хотят. Потому что, ну, извините, когда пишут аналитики, что в 26-м весной будет война между европейскими странами НАТО и Россией, это ведь четкий сигнал о том, что мы тоже хотим осваивать военные бюджеты. Безусловно. Когда, простите, ну, уже говорят, ну, давайте откровенно, говорят, смотрите, переведем на военные рельсы свою европейскую экономику, не потеряем ничего, копеечка будет. Вон, посмотрите там на примеры там других стран. И так, тихонько, чтобы не называть Россию, и, понятное дело, ну, Украину, она датируема, но тем не менее, вот они тоже так хотят. У меня возникает тогда простой вопрос. Зеленский, ведь он же мастер, как ну, можно соскочить с любой вот этой проблематики. Почему не соскакивает? Или он в заложниках? А, Александр, я так отвечу на ваш вопрос. Мы с самого начала, еще была у нас одна точка реперная, вы ее назвали, Витков. Собственно говоря, давайте вот так я отвечу на ваш вопрос, потому что вот экономика, деньги, промышленность. Да? Витков был в России, публично говорят, 5 раз. Его всегда встречал Кирилл Дмитриев. Кирилл Дмитриев – это руководитель фонда, огромного фонда финансового. Кстати, он родом из Украины. Он вписан в глобальный мир со времен своей учебы. Да? То есть он для американцев понятен. Он их человек, он с ними говорит на простом языке. Не просто так Владимир Путин взял его в свою команду, не просто так он встречает Виткова, провожает. У Витков про бизнес. Причем про бизнес огромный. Бизнес, значит, газовый, бизнес нефти, Сахалин, Камчатка, бизнес в Арктике. Ну, то есть такой бизнес-бизнес, да? Он же друг Трампа, он же такой же, как и Трамп, строитель. И вот Увитков продавливает вот эту тему больше про бизнес, больше про договоренности. Что касается бизнеса, теперь переходим на Европу, особенно на Украину. Сегодня Путин заявил, что они с Дональдом пробрасывали тему совместного руководства, да, совместного управления Запорожской атомной станцией. Причем потом он сказал, мы даже можем на 3. Александр, это вот точка, вот говорите, почему? Вот смотрите, это уже точка, которую Путин выпустил, говорит, мы проговаривали эту тему. Да, косвенно бросали. Дальше есть тема, она очень важна для Донбасса, ну теперь для России, это Донецкий канал, это вода для Донецка. Воды в Донецке нет. Это проблема из проблем. Дальше есть там доступ там, к Азовскому морю, к ОСА. Если мы будем говорить точками вот такими, да, дальше есть совместное производство, возможно, минералов на территории Украины, которые Украина, вот сегодня уже Свириденко была, я читал, было заседание этого фонда, да, они что-то там начали двигаться в каком-то направлении, да. И еще, остановимся отдельно на такой теме газовой. Мы же знаем, что вот в Италии поймали этого координатора, да, который гражданина Украины, которому шьют дело в организации взрыва северных потоков. Это все
мы знаем. Но я должен сказать, что 9 мая этого года швейцарский суд удовлетворил сделку, мировую сделку, по которой один из американских представителей заплатил деньги, да, за банкротство той компании, которая была оператором. Теперь зависит от него, что он будет делать с северными потоками, что вообще будет делаться с трансгазовой системой, украинской транзитной системой. Да? Если чуть-чуть подумать наперед, это никакой не конспирология, значит, может получиться такая ситуация, что Россия не продает свой газ на территорию Европы. Европа не хочет покупать. А если американские компании, покупая российский газ, через Северный поток, через украинскую транспортную систему продают газ в Европу. Это же уже другое кино. Вот про что приблизительно, вот где точки договоренности и где интересы сторон могут быть. Я не все далеко не все назвал. Что говорит Зеленский? Я не отдам, значит, Путину не подарю Путину Донецк, потому что он завоевал только 30% и так дальше. Кто-то вчера из украинских чиновников, а может быть даже Зеленский, сказал, так какое нельзя, мы не согласимся на управление Запорожской атомной станцией. Это значит, с моей точки зрения, что переговоры идут. Идут сигналы, идут переговоры. Тот же Фица, он тоже про экономику, он тоже говорит, нефтепровод «Дружба», ты же Украина, вы же получаете деньги за транзит. Вот каким образом вырисовываются интересы, которые, я еще раз говорю, транслирует в основном Уитков. Хотя он не только это делает. И вот если эту линию завершить, да, закольцевать, торг идет, и торги идут. Мы же сами обсуждаем только то, что мы видим. Ну, понятное дело, мы сами взрослые люди, мы должны опираться на публичную информацию. Но есть же некоторые моменты, которые... есть некоторые люди, и есть некоторые моменты, которые организовывают гуманитарную составляющую. Да? Обмен пленными, обмен погибшими, телами, обмен гражданской. То есть эти же процессы идут там в Объединенных Арабских Эмиратах и еще где-то. Возможно, и еще какие-то моменты могут идти в Турции. Рано или поздно все это упрется в одну простую вещь. Она вот-вот, она назревает, она как яблоко. Почему Трамп, вот он сказал 3 сентября. Теперь он говорит, через 2 недели я буду говорить с Зеленским, я говорю с Путиным, я буду говорить с Зеленским, я буду говорить с Путиным. Представим себе такую ситуацию, что Трамп психанул, сказал, все, я ухожу. Не хотите, значит, я выхожу, делайте все, что вы хотите. Я прогнозирую, что в этом варианте на Россию будут наложены некие санкции, он просто так не уйдет, он будет злой. Наложит. А что произойдет с Украиной, если Трамп, условно говоря, перестанет помогать или перестанет быть патроном Украины? Кто будет конкретно? Кто станет патроном Украины? Британия? Лондон? Как мы себе представляем, потому что там охрана Зеленского, говорят, он агент. Мне кажется, нет. Я думаю, что Лондон соскользнет. Единственной страной реально, кто может патронировать Украину на данном этапе, это Германия. Именно поэтому Мерц торгуется за... Вот он наглеет, он оскорбляет Путина, он показывает, что он сильный. Если сила у Германии, не знаю. Вы когда сказали, что мы можем сами за свои денежки организовать военный комплекс и, втянуть Европу в то, что называется война. Перебить эту тему на сегодня мы не сможем. Даже никто не сможет. Еще яблоко должно созреть, но оно вот-вот созревает. И последнее в этой части. Я помню 2014 год. Я уже тогда был чиновником побольше. Был Майдан. Причем Майдан, если вы помните, он в 2013 году, он 25 или 26 года куда-то рассосался, а 21 января после всех этих праздников, отдохнувших, вернулись все. И в Киеве очень много людей, даже среди чиновников, была такая тема. Вот закончится Олимпиада, она начиналась в России, да,
Вот тогда, значит, Россия что-то сделает. Никто не знал, что кто, но мы потом поняли, что мы потеряли Крым. Вот закончился ШОС, закончился встреча с Си Цзиньпином, парад. Вот что-то может произойти. Мгм. Ну, что-то нехорошее вы имеете в виду. Ну, в принципе, Да, мы в принципе, ну, это вычисляем непосредственно по разговору с Фица. Ну, говорит, будем бить по да, да, энергообъектам. То есть да. все уже предрекают блэкаут, все предрекают достаточно серьезные удары. Об этом сам Зеленский говорит, об этом все говорят сейчас. Даже Марьяна Безуглая пишет, готовьтесь, будет блэкаут. Но уже как бы блэкаут не блэкаут, но говорят, что будут отключения. А тут вообще странная ситуация получается по энергоресурсам. Ну так, если посмотреть. Приходит новость, что в Германии тоже дефицит энергоресурсов. Цена, говорят, в украинском правительстве будет расти. Соответственно, понятно, мы все понимаем, расти, дефицит, окей. Тут со словаками, он же Путин не просто так совет дал, там, не договаривается с вами Зеленский, прикрутите ему свет. Да, он говорит прямо. Ну, то есть, мы понимаем, что плюс еще, простите, но молдаване и румыны как-то тут про трансбалканский, ну, вот этот коридор, ветку, да, Коридор. Да, газовую, да, да. тоже чего-то за вентиль схватились руками. Говорят, газ будет дорожать. Ну, объявили цену больше и прикручивают. А в хранилищах сгулькин нос. И это уже сентябрь. То есть надо массово сейчас закачивать, чтобы выдержать, условно, пройти отопительный сезон. То есть мы на пороге достаточно серьезной беды. Ну, Зеленский, конечно, это все вместе со своим Литвином, который пишет ему тексты, оборачивает в формулу, что Путин туда, куда не достанет своими там вот этими руками, он, в общем, ударит зимой по Украине. Так а кто должен думать о зиме? Я вот, знаете, Александр, я вот удивляюсь вот этим ребятам. Ну, знаете, я почему удивляюсь? Вот мы цитируем Си Цзиньпиня, мы цитируем Путина, мы цитируем Зеленского. Давайте будем дальше цитировать. А вот тот же Путин сегодня после значит, встреч в Китае вышел к прессе, и он говорит русским языком, он говорит, российская армия, то есть все, да, по всем направлениям наступает. Он же говорит эту фразу, я ее слышу. Дальше он говорит, ВСУ комплектация 47-48%, верим ему, не верим. Слушайте, он верховный главнокомандующий Российской Федерации, он говорит за себя. Итак, он объявляет, что российская армия наступает. Перед этим он, абсолютно правильно вы сказали, Фица заявил, что мы бьем по объектам, значит, ВСУ бьют по нашим, теперь мы будем бить снова. И вот две фразы. Путин говорит, мы наступаем, и мы будем бить. Он же не блефует. Почему Литвин или почему Зеленский предрекают, что это будет к зиме? Российская армия уже наступает. Ну, она уже наступает. Большими силами, маленькими. Я не военный эксперт, я вот там. К вам ходят очень уважаемые люди, в том числе там, ну, очень уважаемые военные эксперты, которые могут, значит, эту тему развить. Я говорю то, что я слышу от политиков. Я вижу, причем я вижу украинские СМИ, которые подтверждают, да, там, потерю одного населенного пункта, второго населенного пункта. Потом говорят, за какие-то населенные пункты бои идут, значит, переход или серая зона. Я слышу вот этого Мадьяра, руководителя, значит, беспилотников со стороны ВСУ. Я слышу, как те же самые военные специалисты, эксперты на Украине говорят об успехах Рубикона, вот этой созданной Россией, да, беспилотной организации, целой там системы комплексов, да. То есть я вижу, я не слышу ни одного раза, еще раз говорю, там переходят села, да, но я не слышал за последние, я уже не говорю там о Курске, да, о том, что Россия освободила Курск с помощью северокорейских вооруженных сил. Я не слышу побед со стороны ВСУ. Я не слышу Сырского. Заявление есть, Саша, но я не слышу побед. Значит,
российская армия наступает. Это не значит, что фронт там сыпется, это не значит, что фронт рушится, но она уже наступает. Зачем что-то говорить, когда произойдет, если оно происходит уже сегодня? Но оно же происходит сегодня, происходит. Я вот, когда лидер, руководитель, кому-то не нравится, Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сегодня на встрече с Путиным сказал: мы, Корея, выполним все пожелания России. Он же говорит это публично, он же не скрывает этого, что он отправит свои войска, он будет помогать России. Это значит, что... И, наконец, снова-таки заканчиваю Путиным, сколько мы ему что-то цитируем сегодня. Путин говорит: если мы не одержим, не достигнем своих целей дипломатическим путем, мы будем военным достигать. Понимаете, никто же не блефует. Так а что за цели? А вот теперь цели. Вот это очень важный вопрос. А вот это очень важно. Очень-очень важно. Потому что то, что, значит, Владимир Путин и высшее военно-политическое руководство России заявляет, не цель Путина Донбасс. Далеко не цель Путина Донбасс. Далеко не цель Путина Украина. Вообще далеко. Вообще не про это. И это Россия, это мы должны... Ну, я еще раз проговорю. Цели России в договоренностях, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки, в вторую очередь с Европой, это защита безопасности Российской Федерации. Они говорят: смотрите, Украина, хотите идти в НАТО, идите, хотите идти в ЕС, боже, оговорился. Значит, мы здесь доторговываемся, хотя Путин сказал, что он не обсуждал ни с кем обмен территориями, пусть так и будет. Мы договариваемся по линии, где заканчиваем боевые действия. Донбасс – это Россия. Лавров добавляет, вы мне задали вопрос, я на него отвечаю. Лавров добавляет: Крым, Херсонская, Запорожская область – это территория России, которая должна быть легитимно признана. То есть это четкая позиция, да? И все. Я, например, больше не слышал Харьковская область, Сумская область, Днепропетровская область. Ну, я не слышал вот эти. Значит, их не существует. А Николаевская, Одесская, у Герасимова на карте. Но погодите, я пока говорю об этих двух людях. Там карта – это такое дело. Можем поговорить. Вы задали конкретный вопрос, я пытаюсь на него конкретно ответить. Посмотрите, что дальше. А дальше Россия говорит: гарантии безопасности для Украины, да, мы понимаем, но давайте обсудим в первую очередь гарантии безопасности для России. То есть по территориальному признаку поняли. Берем, говорит, отношения, которые были парафированы Арахамией и там представителями украинской делегации в Стамбуле, и смотрим на них. Значит, на оставшейся части Украины, это государство Украина сохраняется, оно идет в Европу, должны быть там вооруженные силы численностью такой-то, Национальная гвардия численностью такой-то, жандармерия, СБУ. То есть они хотят это все просто прописать. А вот здесь будет так или не будет так? Вот здесь может быть торг. Вот это единственное, что будет на территории Украины. Вот это хочет Россия. Мало того, Россия хочет дальше. Она говорит: в 2021 году мы там в декабре месяце записали, что, пожалуйста, уберите базы НАТО с Румынии и с Польши. Не знаю, я давно не слышал об этих разговорах. Я просто их помню, они выписаны, они там на сайте висят. Да? Вот. Об этом может идти речь. Но давайте мы тут остановимся и поговорим, а теперь Украина, на какие компромиссы здесь может пойти Украина. Я не говорю, Александр, я даже не говорю Зеленский, потому что, понятное дело, вот Путин говорит, он нелегитимен. Давайте поговорим. Смотрите, Украина четко, вот Зеленский, мы уж писали это в речах, и он говорил, что, смотрите, то, что мы прекращаем огонь, то, что мы останавливаемся на текущей линии фронта, то, что мы оставляем за собой там суверенное право там, на все на свете, то есть это русский язык, украинская православная церковь, вот это все, мы не принимаем, это мы как бы боремся. Мы суверенная страна, мы решаем, как мы хотим, и это уже большая уступка, потому что на нас напали.
Однако после 24 августа, это заметили многие, после 24 августа Украина перестала быть жертвой. Зеленский так и сказал: мы не жертва, мы боец. Да. То есть вот здесь как бы не складушка теперь получается, потому что как жертва, в принципе, эта аргументация работает. Смотрите, Украина жертва, и наша уступка окончить вот там, где мы сейчас есть, без всяких там, и все. Украина перестала быть жертвой, и я скажу крамольную вещь, но опять-таки это мое субъективное мнение. Я имею право, можете вырезать потом. Украина перестала быть жертвой с того момента, когда она ввела свои войска в Курскую область. Почему? К сожалению, еще раз говорю, я же чиновник и въедливый, я читаю документы. Если читать внимательно устав НАТО, и эту статью 5, и многие другие, там их не так много, речь идет о том, что да, если кто-то на вас напал, мы собираемся, консультации проводим и даем принимать решение. А вот если вы напали, прошу прощения, еще раз, Саша, если вы напали, то вы не жертва. А мы напали в ответ. Нет, там так не написано. Поэтому я прошу прощения, но люди должны знать правду. Нельзя корчить из себя жертву, если ты сам напал. Как бы нам тяжело не было это понять, но так оно трактуется. Очень многие люди в Европе об этом говорят. Они говорят в кулуарах. Они говорят о том, что операция, которая была значит, ВСУ, значит, отправлены были в Курскую область, держали регионы, там полгода, по-моему, да, это нападение. Они говорят, вы, Украина, напали, вы не можете быть жертвой. Поэтому это блеф. Если этот блеф убрать, тогда вырисовывается совершенно другая картина. Да, уберем слово «жертва». Можете повторить еще раз вот эту фразу, только без жертвы? Ну, Украина боец, да. Вот, а теперь Украина боец. Окей, Украина остается бойцом. Вот, пожалуйста, еще раз. Я не хочу быть обвинен в чем-то, но даже если мы говорим о там, китайском плане, это что же есть инициатива, бразильская инициатива, да, которые говорят: Украина, вы остаетесь как государство, у вас есть своя власть, вы двигаетесь в Европу, и у вас остается вот такое, то, что называется вооруженное формирование. Здесь не дотягивают немного, ну, скажем так, не то что украинская пропаганда, а даже европейская. Вы очень классную вещь сказали там ранее. Вы говорите, а если это европейская армия, если это европейские подразделения, да, тут может быть такой, ну, скажем, негласный компромисс, да. У Украины есть свои вооруженные силы, там в Польше есть свои вооруженные силы, в Румынии есть свои вооруженные силы, а вместе все они находятся под безопасностью кого? Вот вместе все. Кто обеспечивает безопасность? Соединенные Штаты Америки, там НАТО, ведь и еще тут я дожму мысль. Например, Финляндия, она член НАТО? Ну, уже да. Она уже да. Швеция член НАТО? Тоже уже да. Но там же нету натовских войск. Там есть войска Финляндии, есть войска Швеции, национальные. Здесь очень такая тонкая грань, я не хочу ее переходить, не хочу давать, знаете, там пищу для всяких конспирологий, обвинений, но здесь никто вам, это же процесс, договорились, установили, вот так живем. Поменялось обстоятельства, вот о тут людях не давайте. надо быть. О людях давайте поговорим, потому что... Потому что это самое важное. Ну, а видите, мы все там, Путин, условия, Зеленский. Вообще о людях надо поговорить. Выходит Подоляк, и, ну, в общем, тут как два таких посыла. Сначала зам Ермака Полиса, тут который по военной части, говорит, что, ребята, мобилизация не закончится, даже если будет условно, ну, что-то случится, и, в общем, все договорятся, ну, не знаю, там, Зеленский поедет в Москву, да, звучит как, ну, все равно. И, в общем, будет прекращение огня. Саша, Зеленский раньше ездил в Москву просто так. Раз в полгода зарабатывал деньги, танцевал, пел, был комиком, вел вы не помните, шоу. Вы не помните, какой будет юбилей КВН? Ой, не помню. Честно, юбилей не КВН. Помню. Ну, очень хороший повод. Юбилей КВН. А почему нет? Я помню, даже он когда-то «Голубой огонек», какой-то новогодний праздник, он вел вместе с Галкиным. Я в Киеве смотрел, ну, слушайте, тоже
значит, может быть поводом. Ну, Галкина Я не не знаю, будет, возьмут... да, вряд ли. Да. Смотрите, Хорошо. то есть тут такой момент. И договариваются о прекращении огня, мобилизация не останавливается. То, что из себя представляет сейчас мобилизация, это, конечно, требует вообще отдельной встречи, разбора, понимания того, а как к этому пришли украинцы. Ведь это самое на самом деле... Вот если бы не было мобилизации, ну вот смотрите, ситуация на фронте с вооружением, с, как вы говорите, движение там сейчас идет в одну сторону. Я, в принципе, с вами согласен. Движение по фронту имеется в виду. Да, Да. Украина может запустить дроны по нефтебазам, может тоже попадать... Их запускает. Тоже может попадать непосредственно по... ну, как бы по жилым домам тоже, да, то есть точно так же все. Идет Есть обстрел жертвы. туда, есть Все жертвы, Да, мирные, есть. все точно так же. Да. Масштабы там разные, потому что, ну, тем не менее. Вот все это продолжается. Но не было этой жуткой мобилизации, Украина готова была воевать еще и воевать. Ну, вот правда. Но а так, вот это вот подорвано внутри ткани вот этого общества. Тут Зеленский выпускает парней 18-22. Ему военные выходят и говорят: Эй, ты что делаешь? Мы неизвестно, сколько будем еще воевать, а эти уедут, вернутся, не вернутся, и правильно сделают, потому что они многие радостно поехали. То есть это как плевок в лицо, говорит генерал Кривонос об этом решении. Но власть говорит: не, нормально, а это все, чтобы там сбить спесь. Украинцы примут окончание войны? Вот как возникает вопрос, судя по тому, что мы слышим. Есть социология, вы с ней тоже наверняка знакомы. Я буду говорить о том, какие знания есть у меня и какая информация, но более-менее есть у меня. Конечно, когда я говорю, причем, когда мы говорим о людях, значит, вот я спрашиваю, у меня есть общение определенное, мне говорят, что, вы понимаете, вот я не могу принять вот это решение, потому что это капитуляция, и у меня мотив – месть. Вот у меня убили там, условно говоря, отца, брата, ну, месть. Это понятно, это человеческое, значит, мы все люди, и это один из основных мотивов, значит, месть. Или у кого-то злость. Но когда мы дальше пытаемся говорить, что, слушай, ну хорошо, вот этот близкий у тебя умер, он погиб, а давай подумаем о тебе. У тебя же есть близкие еще? Да, есть, живых. А давай подумаем о живых. Тяжелейший разговор, Александр. Очень тяжело. Практически не происходит. Меня там обвиняют: да ты куда, чем лезешь, что ты не понимаешь. Меня никто не спрашивает, если у меня потери, но я хочу вот о чем. Я хочу о завтрашнем дне. Я хочу говорить с людьми, что если вами движет месть, если вами движет злость, я это понимаю. Но давайте на шаг отступим и подумаем о будущем. Вот ты же живой, у тебя там есть дети. Как ты собираешься с этим жить? Ну, с любыми. Еще раз говорю, тяжелейшая проблема, и она для меня выглядит так, что ну, то ли нас так воспитали, то ли какой-то, может быть, я не с теми людьми говорю, но вот эта вот забитость такая, нежелание думать о завтрашнем дне, нежелание думать о будущем, один человек так думает, другой, оно в массах. Для меня создается такая картинка, что тогда у Украины нету будущего. Понимаете? То есть будущее Украине, здесь бы власть, тот же Зеленский начал бы формировать. Тот же Палиса и те же другие люди, тот же Карпинов, которые говорят, что там, и заявляют, что будет мобилизация. Послушайте, да включите немножко динаму другую, включите информационную составляющую другую для людей. Давайте говорить с людьми о будущем Украины мирной, созидательной, да? Что мы будем строить, как мы будем развивать экономику, как. Понимаете, об этом же никто не говорит. К сожалению, политика, это называется жесткая пропагандистская политика Зеленского, она направлена на продолжение войны. Мобилизация, дальнейшая мобилизация, будем воевать все, ну а там дальше по накрутке. Почему пускают только этих людей на телевидение? Почему только им дают слово? Это первое и самое важное.
Почему Ермак не развернет информационную политику, еще раз говорю, информационную политику на Украине – это задача власти, это не просто людей, которым нужно рассказывать о завтрашнем дне, уводить людей от войны, выводить их из того состояния, которое и есть. Если этого не произойдет, то тогда я могу говорить, там, вы или еще кто-то, мы не добьемся, потому что государственную пропагандистскую машину мы не победим. Пока Нет, что. Подождите. Тут же возникает вопрос. Вот Порошенко там Телеграм хотел запретить. Порошенко. А все читают новости из Телеграм. На втором месте YouTube, ну и дальше там даже Вайбер. О боги, Вайбер в Украине по опросам, по исследованию перегнал телемарафон. Вайбер, понимаете? Я понял вас. Смотрите, Александр, тогда я немножко с другой стороны зайду. Порошенко... Просто смотрите, может просто не надо... Подождите, может просто не надо к украинцам относиться как к каким-то... Все понимают, но все... Вот так вот. Но все, понимаете, в чем дело? Все находятся в этих рамках. Тогда есть один момент. Пока не будет открыта граница, пока не будет прекращена мобилизация, вот это слово самое, давайте так, сузим его, да, мобилизация и ТЦК, или наоборот, ТЦК и мобилизация. Самый большой гнев, самая большая злость у людей простых – это к ТЦК. А кто такие ТЦК? Кто такие бывшие военкомы? Мы же с вами помним, что сначала были военкомы, потом их реформировали, уже в процессе войны, да, значит, заменили их на тех ребят, которые с войны пришли, и что? И что, что-то изменилось? Да ничего не изменилось, что взятки не берут, что мы не видим эти ужасы. А ТЦК, Александр, это же власть. ТЦК внизу, это Зеленский наверху. Если не убрать, сколько говорят, давайте мы им там что-то повесим, давайте там тепловизоры, да вы вешайте, что вы хотите. ТЦКшники выполняют свою работу, у них есть свой план. И пока не будет убран этот орган, не надо его реформировать, а орган может убран быть только в одном случае, если не будет мобилизации. Вот тогда все вот это вот, я пытался так, знаете, немножко мысленно по древу, а вы меня направили. Вот мой четкий совет. Нужно прекращать мобилизацию. Нужно убирать вот эти ТЦК. Каким образом? Мы приходим к одному. Ответ очень простой. Нам надо завершать войну. Люди, вы правильно говорите, люди все разумные, люди все понимают. Но люди, которые, например, живут, скажем, в европейской стране, вот мой знакомый живет в одной европейской стране, и он говорит, вот недавно, значит, Европейский Союз объявил о том, что программа для украинских беженцев продлена еще на 2 года, да, до 2027 года. Но до недавнего времени он молился на это, и он говорит, а что произойдет, если если программу отменят, да? Что, те, кто работают, а те остальные, их на Украину вернут, их вернут, значит, на войну. Значит, и мы что-то разговорились. Я говорю, подожди. Так, а ты что? Ты же хочешь остаться? Да. Так ты хочешь остаться. Если программа, значит, закончится, а ты все равно хочешь остаться, значит, ты за то, чтобы война продолжалась? Если война будет продолжаться, программа будет продолжаться. Как бы так? Он говорит, не, я до этого не дошел. Подожди, говорю, давай через шаг, через 2 поговорим. Вот этого, может, это хитрость какая-то. Слушайте, люди выживают. Но без решения коренной проблемы, да, прекращения войны, ничего не изменится. Порошенко, просто точно вы зацепили, Саша. Но я же видел похороны Порубия. Послушайте. Какие пышные похороны благодаря Порошенко. Так вот, смотрите, сначала он родителей просил разрешения, чтобы на Майдане похоронить. С песнями, плясками, с бубнами. Потом нет. Я слушал его, он там, условно говоря, несколько раз сказал фамилию Порубий, а десятки раз больше фамилию Порошенко. Мова вира, что это такое? Выборы. Вот. Политики же, в чем сволочизм Порошенко и же с ним? Они же начали играть выборы. Они предчувствуют выборы, Александр.
Порошенко предчувствует выборы, другие люди предчувствуют выборы. Тут списки какие-то начали появляться, значит, политических заключенных, неполитических заключенных. Это что? Это все просто... Залужный там дает интервью. Спойлер, не спойлер. Но мы с вами понимаем, что начинает договариваться, начинает проговаривать: выбери меня, выбери меня. Вот это вот момент такой предвыборный, то есть преддоговорной, окончание войны или возможное окончание войны, предвыборный. Вот мы живем с вами в таком, вот это такой сегодня день. Так, а какие выборы? Стойте. Какие выборы? Вы тут говорите о списках предзаключенных. Стойте. Давайте так теперь. Да? Вы серьезно думаете, что озвученные Полянским фамилии, и там, как это, посыл меня интересует, да? Да. Это как бы ставка это так будет Кремль... война еще идет. Это так будет Кремль играть на политическом поле Украины. Да, подожди, вы в своем уме? Саш, конечно, я в своем уме, конечно, это не так. Конечно, это никакой не Кремль, потому что люди, которые затеяли вот эту технологию, они вообще нифига не понимают о том, как устроены дела в России. Слушайте, топорная работа, я так скажу. Кто-то потратил деньги, это их дела, да? Кто-то начал свою карьеру политическую, кто-то начал свою избирательную программу. Полянскому денег дали. Нет, смотри. Значит, есть люди, я не буду фамилии называть, хотите, давайте назову. Есть человек, который сидит в украинской тюрьме, да, в СИЗО. Вот он стартовал в своей политической программе. Да, он хочет стать депутатом. Есть еще человек, который тоже сидит. Есть еще парень, который сбежал. Они все депутаты Верховной Рады, да? Кто-то из этого списка, если посмотреть, там есть возможен спонсор этого всего дела. Нифига это. Причем тут Путин? Ермак фамилия этому парню, который запустил этот процесс. Полянский? Офис президента Украины. Подождите, Полянский за Ермака. А теперь смотрите. Вся эта технология, она пошла в прессу. Там была подключена к этой теме известная украинская журналистка. Я не хочу фамилии называть, да, просто специально не хочу, да, вот. И дальше были использованы некоторые инструменты в Российской Федерации, некоторые организации, и в том числе господин Полянский, которому, значит, было письмо написано из Совбеза, он там отвечал и так дальше. Поэтому эта технология не Кремля, это технология банковая. Но суть вот в чем. Ее вскрыли, она вскрылась, и она вот там через день, через два, по моим прогнозам, потому что я там смотрю нашего блогера одного уважаемого из Испании, еще там многих других блогеров читаю, и я понимаю, к чему дело идет, да? Это проба пера. Петр Порошенко – это тоже проба пера. Смерть Порубия – это тоже проба пера. А заявление Тимошенко Юлии... Смерть Порубия – проба пера? Смерть Порубия – это пиар Порошенко. Это пиар Порошенко на смерти. Да? Выберите меня, изберите меня. Вот я тут есть, я тут Петр. Я всегда был, я свободчелый. Хотите, давайте не избирайте меня. Ладно, давайте не выборы, давайте сделаем, как он говорил в конце июля месяца, сначала Юлия Тимошенко, потом он, на том самом заседании Верховной Рады, которое было по поводу вот этих НАБУ, ИСАП и так дальше. Да? Что сказал Петр Порошенко? Нам нужно правительство народной доверия. А что сказала Тимошенко? Нам нужно вернуть суверенитет. Мы же с вами это слышали. Это что вы думаете? Это что, не предизбирательная вещь, предизбирательная программа? Не хотите избирать? Не хотите идти на выборы? Там мы согласны. Мы согласны. Давайте сделаем правительство народной доверия. Давайте изберем Порошенко председателем Верховной Рады, а Тимошенко премьер-министром. Условно. Это же технологии, Саша. Я не говорю, что так будет. Но я говорю то, что я вижу. То, что я вижу, какие действия происходят на Украине, вокруг Украины и вокруг процесса возможного завершения войны. Хотите, назовите, как это в мире называют, российско-украинской войны, широкомасштабной войны. Но я вижу эти действия, их нельзя не видеть. Получается, что
Нас тогда ждет все очень, очень простой итог. Выйдет Зеленский, скажет, я победил, армия Мова Вира, он уже ее забрал себе, да. Плюс еще у Петра был безвиз, ну как, так сказать, достижение. А тут же уже как бы почти договорились с Путиным. Евросоюз. Почти Евросоюз, так. Ну, то есть... Назовут как-то его. Армию Так. мы никуда не денем, Не денем. потому что это будет типа европейская армия. Он с Макроном Да. перетрут сейчас, денежки Да. выделят. 800 миллиардов, елки-палки, от Урсулы надо осваивать. Конечно. Здесь мы получим гарантии безопасности. Единственный вариант, и все, и он побеждает на выборах. И говорит, зробимо их разом снова. То есть, получается, Зеленский, ну, вот такая комбинация. Вот все уперлось, все было бы, вот эту часть мы проговорили, да, и я бы почти совсем согласился, но вот есть фамилия Зеленский, да. Это человек войны. Не так. Его воспринимают как человеком войны. Мы же знаем, он профессионал, он может так сыграть, он может так сыграть, он может переиграть, но он человек войны. Его нужно менять. Менять его на выборах, если выборы будут организованы Великобританией, а я, и вы, и я, мы слышали заявление Британии о том, что они сотрудничают с ЦВК украинским, они готовы дать деньги. Ну, хорошо, они еще готовы привести, они вообще вот организуют выборы, тогда и не надо. Слушайте, были выборы в Румынии, пока не избрали того, кто нужен, значит, выборы были. Да? Ну, почему эту технологию на Украине не запустить? Но вот тут вопрос. Зеленский и его окружение, ну, лично он, все, что он натворил за эти годы, все, что он, в том, в чем он виновен. А с моей точки зрения, он виновен как минимум в двух историях. Первое, то, что он заключил сделку с Байденом, да, вы даете нам оружие и деньги, а я даю украинских солдат и территорию Украины для технологий. Технологии, говорил Резник, министр обороны. Тут, понимаете, слово не выбросишь. Да? Поэтому вот он в этом виноват, что он втянул Украину и украинских людей в войну, а он как политик и как президент обязан был сделать все, что угодно, чтобы не попасть, неважно, оттянуть, затянуть, не подавать. И во-вторых, деньги. Очень много информации о том, что значит, деньги, которые попадали на Украину из Соединенных Штатов Америки, из других стран, были разворованы. Это еще, знаете, не бомба, не та бомба, которая может взорваться, но очень много информации, очень много и на Западе информации. Вот два составляющих. А если будут технологии, если надо будет Зеленского оставят, мы с вами говорили о народе, и давайте эту тему продолжим. А готовы ли украинцы, значит, оставить себе Зеленского? О каких украинцах мы говорим? Об украинцах, которые сбежали, хорошо, об украинцах, которые находятся в странах Европы, Европейского Союза, на Западе, об украинцах, которые уехали и живут на Востоке, то есть в Беларуси, в России, в третьих странах, или в украинцах, которые живут на Украине. Кто из этих трех групп, а это огромные группы, будет допущен до выборов? Ну, смотрите, те, которые Россия, Беларусь, не допущены, потому что даже если ты перебегаешь границу в сторону Беларуси, понятно, в сторону России ты не перебежишь, война. Но в законе прописали и в сторону России. Это 3 года тюрьмы, будут голосовать. Это сразу отсекается. Европа, весь остальной мир проголосуют так, как посчитают. А там же мы видим и флаги, и, ну, в общем, ну, и женщины, которые, помните, аплодируют Зеленскому. Наш наикращий президент, вот это все. Хоть там, понятное дело, много людей уехали, и они в шоке. Кто-то сбежал, а кто-то уехал с первых дней. Они представляют себе страну вот такой, какой она была в 2021 году. Да, вот примерно. А это уже совершенно другая страна. А сейчас уже совсем другая страна. Кто-то по ресентименту вот это вот все будет голосовать за Зеленского. Ну, в общем, нарисуют. А внутри так тоже нарисуют. Ну, подождите. Получается, все нормально. Тогда ничего не изменится,
тогда ничего не изменится. Но такой вариант, Александр, может быть только в одной ситуации. Если будет одна сторона победитель. Если будет, например, там победитель Соединенные Штаты Америки, или Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, или Европейский Союз. Да? А если не будет победителя? Вот мы с вами говорили о том, что значит, победу можно продать. Вот, например, да, как мы проговорили вариант, ее можно продать, но это нереальная победа. Это должно быть закреплено кем-то, закреплено на бумаге. Мне кажется, что этот вариант, который мы проговорили, это тупик. Он Нет, может... смотрите, давайте так. Это очень сработать. Важно сейчас. Смотрите, сколько там раз обманывали Путина? Давайте. За все его 25 лет. Сколько раз? Ой, много. Ну вот много. понимаете, нет, причем... Минские соглашения 3, Мысли соглашения 1. Особенно Стамбульские соглашения, давайте, 3, да, как минимум 3. Тоже обман. Да. То есть это как минимум 3. Эти самые Януковича. Так он сам говорил, что обманывал Запад. Ну вот вам нормальная тема обмануть Россию, спокойно собрать остатки Украины, подгрести под себя. Здесь у нас есть лидер, боевая нация, дух, воспитывать еще реваншизм, вот это вот все, подточить острие вот этого, этого пики копья в сторону России, переждать лет 5 и второй раз повоевать. Я не знаю, что там у кого в голове, но я вижу, что сейчас произошло за эти последние месяцы. Это нужно зафиксировать. Давление, которое было оказано на Россию с целью прекращения боевых действий, прекращения обстрелов, оно провалилось. Это никто не додавил. Это такое впервые. Это уже не Майдан, не Минск-1, не Минск-2, не Минск. Это новая ситуация. Как бы ни было сказано, мы будем и дальше. Вот пока значит, мы не достигнем своих целей, мы их достигнем либо военным путем, либо политико-дипломатическим. Поскольку политико-дипломатический конкретный кейс, или как его называется, да, то, что группы переговорные российская и украинская, которые заседали в Стамбуле, обменялись бумагами, обменялись декларациями, как меморандумами, кто как их называет, они так и стоят. Никто эти группы не собирал. Дальнейших переговоров, почему Зеленский хочет встретиться, да, для того, чтобы сначала наверху решить, поговорить, а потом уже внизу что-то подписать. Пока это тоже зависло. Поэтому на сегодняшний день идет война, идут боевые действия. Поэтому здесь, еще раз говорю, обмануть, кинуть, конечно, можно, но здесь обман минимален. Минимальный. Вся эта вот коалиция, о которой мы говорили с вами, мы уже обсуждали, желающих войны, она тоже что-то предлагает, но это все тоже очевидно. Вот. Поэтому не будет вот этого варианта, еще раз говорю, на мой взгляд, субъективно, не будет этого варианта, не будет голосования вот такого вот, о котором мы только что с вами проговорили. Да, возможно. Хорошо, возможно другой вариант. Смотрите, существует, может, это я снова, знаете, я расскажу банальность, но пока что в мире есть единственный орган, он называется Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, который тяжело, с большой критикой, но он существует, да? Там всего 5 постоянных членов Совбеза ООН, мы их все знаем. А вот они договорятся после всех моментов и скажут, будет вот так. Если будет резолюция Совета Безопасности ООН, на которую пойдут не просто, знаете, так, формально. Там будет США, там будет Китай, там будет Франция, Россия и Британия. Вот 5 стран договорились, приняли решение. И дальше они, я не знаю, вводят временную администрацию, голубые каски. Это уже третий момент. Но первично для меня вот то, что называется гарантии безопасности на сегодняшний день, это только со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН. Другого варианта пока нет. Если этого не будет, Александр, тогда будут боевые действия. Так или иначе. Они могут длиться полгода, год на выживание. Когда господин Мерц говорит, что мы сточим Россию, сточим, да? Он же немец, он же понимает, о чем он говорит, да? Он же понимает, что он хочет сточить Россию. Хорошо, в 22 году был же план.
мы нанесем, значит, стратегическое поражение России на поле боя. Это снова-таки о войне. Поэтому я говорю о том, что вот этот вариант, который мы говорили, мы к нему приблизились, просто я его критикую, да, что он невозможен, а предлагаю другой. Это вариант, значит, постоянные члены Совета Безопасности. Здесь договоренности, справедливый мир, несправедливый мир, мы можем назвать его как угодно. Но если будет на то воля вот этих вот стран, тогда мы выйдем из этого. Украина, у нас будет будущее. Если этого нет, если, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Слушайте, тут так события быстро меняются, что через неделю, даст Бог, если мы с вами встретимся, ситуация может в корне поменяться. Но, тем более, нас вот ждет вот заседание через сколько? Через пару дней уже начинается сессия ООН. Ну, главные выступающие будут там в конце сентября. Может быть, к тому моменту и будет какое-то, значит, решение. Но ну, вот так. Я другого варианта, чем Совбез ООН, резолюция Совбеза ООН, это для нас, это выход из ситуации для всех. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время, мысли, версии. Спасибо. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, следим за ситуацией. Увидимся. До скорого. Добра и света.